Скажите, интересно, почему дети не любят вот эту вот часть мять? Ты что с делом не делаете? Здесь? Да. Почему они, это, типа, им щекотно? Это у всех детей так? Или это там зажатость? Не знаю, я с детьми не работаю. Я как бы и не знаю их психику. Понятно. То, что у детей вот это вот болезненно, Да. Да? У детей, вот допустим, то, что касается ДЦПшников, с ними очень хорошо работает рефлекторный массаж. Рефлекторный – это воздействие на определенные точки, которые позволяют, на которые воздействуя, добиваешься расслабления мышц определенных. А у ДЦПшников, как вы знаете, это визуально видно, у них всегда спазмированы верхние конечности, нижние. Они всегда в согнутом состоянии, да. И вывернуты кисти. Вот. А разжать это очень трудно, поэтому нужно делать именно рефлекторный массаж, чтобы конечности разжать. Вот. И вот я думаю, что, скорее всего, у детей психологически, вот в этом детском возрасте, развита именно рефлекторная вот эта реакция. Им рефлекторно не то, что не нравится, они рефлекторно на это реагируют так. Я думаю, это так работает. Вот смотрите, в классике, да, что мы имеем в классическом массаже? Мы имеем максимально 40 минут работы со спиной. Максимально 40 минут. А вообще, если взять галимую классику, это 20 минут работы спины. Если мы берем лечебно-оздоровительный массаж, мы с вами работаем уже час, прорабатывая все, практически все моменты, да? Вот. Когда, если взять простого человека, у которого нет опыта получения данных процедур, они же об этом никогда и не подумают. Они не понимают, что это надо до этого докопаться, и это надо проработать, да? И отсюда вот эта неграмотность, она приводит к тому, что люди вот так пофигистически относятся как к себе, а все же с себя начинается, так и к своим детям. Так, на спинку, я думаю, отлично. Да. Заглаживаем. Не похоже, чтобы у вас было мало водички, потому что... Что, жирненько? Нет, это вот именно присутствие водички. Это такой, в некоторых случаях легкий такой жирочек, но который поддается воздействию. То есть вы с ним спокойно можете работать, понимаете? Я пью достаточно. Так, теперь
Что у нас говорят наши грушевидные мышцы? Как вы думаете? Не знаю, там сейчас болеть будет. Я вчера просто упражнения делала как раз. Ага. Так. Хотя нет. Ну, в таком положении они незначительно могут болеть. Вот если сейчас я буду уже вот так воздействовать, Тоже нет. тоже нет? Хорошо. Здесь? Нет. Так, здесь ближе к бедру. Ой, тут просто приятно. Приятно, да? Так, хорошо. А вздошная? Нет. Не болит? Да. О, отлично. Так, а почему вы так подумали, что будет болеть? Болеть? Не знаю, у меня сегодня болело. Или поясница болит, сюда отдает. А, может, да, поясница болеть и отдавать, кстати. Так, вы с какой стороны? С этой стороны говорили, А, да? вот это да. Вот здесь больно. А здесь с этой стороны нажмите то же самое. Нет, именно вот это болит. Вот здесь с этой стороны Вот больно. это болит, это нет. Мгм. Правильно начинать с более здоровой стороны. И всегда надо проходить симметрично. Мгм. Даже если нету боли. Потому что у нас мышцы симметричные же. И- Да, их все равно надо помассировать. Как мы всегда капали, да? Здоровое ухо тоже капаешь. Да, да, да. Почему на ухо сравнила, не знаю. Такие ассоциации. Ну, что-то, да. Я что не придумала, какую именно. Так. Больно? Не больно. Не больно, Вот так? наверное? Не, Так, нет, так. Угу. нет. Так, теперь вот так. М, Вот так. м. Угу. Продолжаем. Ну, тут больше работа по площади. Сейчас еще точечно сделаем. Мне кажется, все проблемы тут начнутся. Где будет больно. Посмотрим. Поясница у меня всегда в напряжении. Честно, вот поясницу мужа прошу делать, когда Угу. у меня аж ноги расслабляются. Угу. Не профессиональный массаж? Нет, конечно. Он просто крестец. Расслабляем ножку. Не болит? Ну, неприятно. Угу. Вы же давите на точку. Да. Расслабляем ножку. Вот. Когда туда уводите, Вот туда? дискомфорт. Да, Дискомфорт. да, большой Мгм. дискомфорт. Это именно ротаторная, Точка. вот где у нас я имею в виду вот сустав тазобедренный, вот Да. туда входит бедренная кость. Да. Она, скорее всего, чуть-чуть находится в нездоровом положении. Из-за этого, да, неприятно. Мгм. Ну и плюс я же ее, видите, на нее поддавливаю, отвожу. Вот видите, вот так. Да. Вот.
Вообще вот такие упражнения, они очень полезные. Именно когда мы работаем с небольшими весами, вот на плечи, да, к примеру, вот эти на ротации делаем, на внешнюю, на внутреннюю, они очень полезны для укрепления. У вас сам сустав укрепляется. Вот. То же самое здесь аналогично. Потому что, видите, из-за чего это происходит? Из-за того, что у нас в жизни мы не используем такие движения. Поэтому сустав, нервная система воспринимает это как ненужное, как боль, через боль. Так, теперь вдох, выдох, задерживаем дыхание, вдох, выдох, вдох, выдох. Теперь смотрите, сейчас вдыхаете. Нет, я вам сейчас объясню. Да, я думаю. Вдыхаете, потом задерживаете дыхание и стараетесь ногу натянуть на себя, хорошо? Да. Да, внутрь. Ага. Вдох. Выдох. Задерживаем, тянем. Выдыхаем. Еще раз вдох. Выдох. Задерживаем, тянем. Ага. О, молодец. Выдох. Дышим спокойно. Как бы сказали, попу напряги. Вот видите, вы правильно сделали. Вот я стараюсь, чтобы вот эта мышца включилась. Поняли, да? Я так и могу. Да. Но вы же еще одновременно делаете вот это движение. Вот нам нужно именно вот из вот этого движения, чтобы здесь напряжение пошло. Поняла. А не просто попу напрячь. Там заболело? Тянет. Тянет? Вот, видите, ягодичные мышцы надо прорабатывать. Сейчас еще с той стороны посмотрим. Так, вдох. Выдох. Тянем ножку. Отпускаем. Дышим. Вдох. Выдох. Тянем. Молодец, все. Выдыхаем, дышим спокойно. Сильно тянет? Не сильно, но, тянет. Не болит? Нет, не болит. Видите, мы из-за вот этого упражнения включаем поясничные мышцы. Интересно. Интересно, как все устроено. Ну да. Здесь не болезненно? Нет? А что, у кого-то болезнь? Ну да, у многих. Здесь? Так. Здесь? Хорошо. Хорошо. Так, здесь вы говорите, у вас болезненно, да? Да. Предполагаете? Я уже чувствую. Уже чувствуете, здесь больно? Вы только еще не давите, а уже мышца, здесь болит. Из 10 сколько? Да это слабо совсем. Слабо, да? Конечно. Так? Это слабо. Так. Просто тут больше, но не прям на 10 не тянет. Троечка. Троечка? Здесь? Тоже. Троечка. Тоже троечка. Здесь? Здесь. Так, здесь? Нет. Здесь? Нет. Значит, в основном грушевидка, да, вся?
все тело грушевидки получается. Но место прикрепления... А, и вот тут вот больше приятно, Так, хорошо. чем. Значит, у вас само тело. Ай, вот тут вот, ой. Мгм. Так, сейчас минутку. Там, мне кажется, потому что я все-таки перетренировала ее. Мне интересно, почему все-таки здесь затренировалась, а тут нет. До этого так не было, не болело? Я до этого не делала такие упражнения. Чуть-чуть подвинем. Можете вперед, Вот так. ручки, ага. Ага. Как удобно. Как самочувствие вы? Ой, отлично. Ну, хорошо. Мне нравится, что вы делаете по тем точкам, которые болят. Которые, как говорят, бывает, мастера чувствуют точки и знают, где что делать, а бывает так просто, как будто по шаблону делают и все. Не ощущают вот этого вот Мгм. напряжения, не ощущают вот этого вот. Короче, не чувствуют тело. Мгм. Ну, во-первых, это дело нажимное, то есть все же складывается из Опыта. опыта. Во-вторых, это теория. То есть всегда нужно практику соотносить с теорией. Я по натуре больше практик, я через практику теорию познаю. Мгм. У меня вот так почему-то складывается. Но в некоторых случаях, когда ты знаешь уже достаточный багаж практики, у тебя есть, Мгм. то теория, она прям вообще отлично ложится. Потому что ты уже понимаешь, как это работает. На вот эту практику имеется в виду. Ну да. А у меня сейчас, знаете, я все сразу провожу в голове аналогию. Я почему-то подумала про бухгалтерию 1С. Так, То есть, когда ты изучаешь это на бумажке, ну да. ни хрена непонятно. Это то же самое, как в институте у нас было с этим, Да с чем с угодно. информатикой. Да, да, то есть, когда тебе просто объясняют на пальцах, Ага. это вот туда зайдешь, вот это вот, и совсем другое, когда тебе сразу показывают, Мгм. Да. ты уже по клавишам. Да, у меня как бы вот, я почему-то вспомнила тоже институт, Мгм. когда мы проходили теорию, и когда мы проходили практику. Абсолютно два. Больновато? Ну, я же вам говорю, у меня порог очень-очень высокий. Мне Будем так говорить. У обычного человека, Обычный не человек. такого, как вы, Да, обычный человек, мне кажется, бы пищал. уже пищал бы, да? Да. Ага. А еще я пытаюсь расслабить. Ну что, ее же легче делать, когда она расслаблена, Ну, чем конечно. в напряжении. А вы знаете, что расслабляется на дыхании? То есть, чем больнее, тем надо прям больше Глубже. именно дыхание, да, глубже, больше включать дыхание. Это своего рода такой, как Анальгетик. с чем сравнить. Анальгетик, да, он обезболивает, дыхание обезболивает. Вот, кстати говоря, почему идет задержка дыхания при стрессовых ситуациях? Потому что у нас же все входит сразу в спазм, Угу. и поэтому происходит этот, невозможно дышать, когда у тебя стресс. Такой вот прям испуг там или еще что-то. А здесь другая ситуация. Здесь мы можем это проконтролировать же, и мы можем дыханием на это воздействовать.
Так, пока промежуточный. Насколько? По-моему, не, ничего уже. Так, Мгм. так. Ну, может быть, чуть-чуть. То есть достаточно было чуть-чуть поработать, да? Да, и вообще, Угу. Ну, это еще не все. Мы же хотим, чтобы этот момент возвратился в меньшей мере или вообще не возвратился. ну, так уже чуть-чуть побольнее. Угу. Вот такой чуть-чуть, понимаю. Да, я сейчас просто проекцию чуть сменю, поджимая с другой стороны. Я недавно сходила на массаж. Угу. Еще мужа своего уговорила. Угу. Короче, в Инстаграме. Угу. 6 тысяч. Расслабляем. Угу. 6 тысяч. Что-то там 3-часовой массаж. Ну, там банки. Что-то. Ну да. Угу. Может, вы видели? Я понял, про что говорить. Инста. Короче, приходишь туда, ложишься, они чуть-чуть трогают спину. Ой, у вас так все зажато, вам нужен оздоровительный массаж. Угу. Я говорю, нет, я говорю, сделайте мне, я говорю, за 6 тысяч. Я говорю, хочу вот по акции. А у них такая картинка классная. Да. Ты прям смотришь и хочется массаж. Знаете, когда вот здесь вот это вот движение, и ты вот прям понимаешь, что Это картинка такая, вы говорите? да, Да. человеку кайф. Вот они прям, ну вот, Они на этом акцент сделали, вот да? это вот, да. Я думаю, ну сейчас вот там. Это же визуал. Я пришла, короче, такое ощущение, как будто девчонка, я не знаю, ну, она не молодая, но массаж толком делать не умеет. Угу. Толком ничего не знает. Рядом со мной лежит женщина, она говорит, слушайте, а ее болтали на оздоровительный. Она говорит, что понять не могу, а почему, говорит, у нас массажи одинаковые. А она такая, ой, да вы не понимаете, просто этой женщине, я, мол, типа ей подарок делаю, у нее по-другому нельзя. А я так подумала, скорее всего, они другой никакой массаж делать не умеют. Такое, типа, ты приходишь, а давайте вам оздоровительный. А еще можно мед, и в итоге из 6 у тебя получается 13. Знаете, это как работает? Как? Это работает следующим образом. Ну, во-первых, там продажи на месте. Угу. А во-вторых, я же в этой системе работал. Угу. Там же, помимо того, кто делает все это, мастер, там же есть хозяин, который зарабатывает не в большинстве, но в некоторых случаях больше, чем мастер. Как вы думаете, будет ли мастер за 6 тысяч делать вам качественный массаж? Ну, из которых он получит в лучшем случае 3. это же как бы акция. На Нет, то, чтобы понятно. люди пришли еще на массаж. Понятно, но за эту акцию он не получит больше денег, чем 6 тысяч. Понимаете? Но если он постарается, к нему человек вернется, разве нет? А если нет, то он просто... Смотрите, вот это же самая главная проблема. Я почему и ушел из салона. Там нету личной привязки к пациенту. Нету интереса, чтобы к тебе человек приходил один и тот же, понимаете? Вот в чем дело. Такой интерес в этой сфере, если ты работаешь... нет, он, естественно, присутствует. Если ты работаешь в хорошей команде, в крутой, да? Если у тебя есть самая главная мотивация, это деньги. Ну да. Согласны? Согласна. Вот. Если у тебя есть крутая мотивация, то у тебя есть крутой результат. Тогда ты будешь этого человека у себя постараться оставить. Вот что работает. Если тебе платят за 6 тысяч 3 тысячи, извините, Да. я не буду стараться. Я отработаю на 3 тысячи. Да, а то и меньше. Вот это вот так работает. Ну, короче, надавила она мне на точки, я не знаю, вообще вот здесь вот есть, вот здесь. Есть. Это у нас на мыщелке. Короче, она здесь у меня вот здесь синяк был, а на той руке вот здесь вот. Я думаю, она точки что ли перепутала.
Ну то есть сила в руках есть, да? Все-таки. Да. Могу, не надо. Так, Ирина, Да. давайте мы с вами Да, обсудили интересную тему, кстати, я аж завелся. Теперь нам надо подышать. Сейчас, минутка. Мгм. Так. Вдох. Выдох. Задерживаем дыхание и тянем. Молодец, отдыхаем. Отдыхаем, отдыхаем. Так, поясничка, что у нас творится? Сейчас вот еще раз сделайте. Угу. Скажите, да? Мгм. Вдох. Выдох. Подтягиваем. Угу. Отдыхаем. Что поясница? Что-то пока нету. Ничего. Угу. Потом еще раз контрольный с той стороны сделаю, потому что у вас на ту сторону тянуло. Но это компенсаторно у нас. Вы же знаете, да, когда у нас образуется S-образный сколиоз, Мгм. это компенсация. То есть верхний отдел искривляется, нижний отдел искривляется в другую сторону. Вот сейчас минутку. Да, кот вам там что-то наделал. Тима. Так. Так, сынок. Да. Думала, кот. Нет. Вот, то есть, если у нас, допустим, в грудном отделе в одну сторону искривление, то в поясничном компенсация Да, в другую. в другую. Мгм. Чтобы была пружинка. Да? Да, чтобы пружинка была. Вдох. Выдох. И тянем. Мгм. Молодец. Отдыхаем. Ну, кстати, дальше, когда уводите туда ногу, Сюда? ну, когда еще? Да, потяните. Мгм. Нет, показалось. Ну, чуть-чуть тянет вот с той стороны. Чуть-чуть вот здесь. Но то есть, когда здесь делали, туда больше тянуло. Мгм. Здесь чуть-чуть совсем. Почти не ощущается. Мгм. Так, теперь болит М, здесь, м, здесь. м. Так, хорошо. И проверяем еще раз ту сторону. Так. Расслабляем. Вдох. Выдох. Тянем. Угу. Расслабляем. Тянуло? Да. Не тянуло. Хорошо. Кстати, по-моему, вот это лучше включается, чем там. Вот это тоже достаточно сильная, но она похуже включается, вы правильно сказали. Тут у вас прям, вы напрягаетесь прям всем тазом. Здесь вы напрягаетесь мышцей. М, То есть включаете только ягодицы, да? м. А здесь, помимо того, что вы включаете ягодицу, еще и подключается чуть-чуть поясница. Ну, сейчас лучше стало. Ну да. Это может быть из-за креста? Это может быть из-за самого крестца, а еще может быть из-за вот этого сочленения, ну, то есть сустава пояснично-крестцевого. Давайте я вам еще сейчас отдельно проработаю. Так, не больно? Ну, неприятно, но не больно. Мгм. Так чуть-чуть только. Как будто горит. Мгм. В ноги не отдают отсюда? Чуть-чуть в пальце мне показалось. Пальцы ног? Чуть-чуть, да. Ну это хорошо. Как будто там в пальцах ног напряжение чуть-чуть появилось. Это говорит о том, что здесь есть слегка зажатость.
Вот именно по гребню подвздошной кости, ну вот это вот тазовая кость. Здесь тоже очень много напряжения скапливается из-за статичного положения поясницы. Не больно здесь? Не больно, но короче. Непонятное ощущение. Смешанные. Смешанные, да. И, кстати, вот так не раз мы делали, как вот вы сейчас прорабатывали. Ну, вы на оздоровительный ходили массаж? Ой, и на какой я только не ходила. А, и на оздоровительный вам тоже так не делали? Нет. О, интересно. Видите, у всех... У всех техника разная, поэтому Да, у всех свои протоколы. очень сложно ориентироваться. Угу. Даже один и тот же оздоровительный массаж везде разный. А еще я думаю, знаете, все-таки вот это вот, как вы говорите, не дорабатывают. Да. Люди не дорабатывают. Вот Да, 40 да. минут есть, типа, а ладно, вот эту часть отпущу. Сейчас многие быстро Потому что доделают. ограничения по времени, видите, они же привязаны к времени все. Кто вот сидит в кабинетах, у них, ну то есть у меня, да, максимально 3 пациента в день. Мгм. Я могу себе позволить спокойно. Ну то есть не напрягаться, и у меня пациент тоже не будет самое главное напрягаться, понимаете, в чем дело? А я поражаюсь, люди сидят, по 8-10 человек принимают в день. Ну, естественно, если вот, как вы говорите, вот так работать, можно так работать. Но другой вопрос, в чем ценность? Ты же должен создавать какую-то ценность, а погладить я могу и сам себя погладить. Ну да. Здесь никуда не отдавал? Нет. Угу. Значит, видите, спазм с этой стороны, да, у вас был? Угу. Да, вот это весь регион, Угу. он у вас в спазме находится. Ну, сейчас уже лучше стало. Нет, да, конечно, лучше. Это прям больно было. Так, ну, я доволен. Отлично. Вы довольны? Я очень довольна. У меня прям сегодня день рождения. А, ничего себе, даже так? Нет, я... Поздравляю вас. Нет, как будто... Не, я понял, я поэтому вас поздравляю. Ну, так, может, до чего хочешь договориться, да? Так.